Йоу, ну чё, сегодня первый день нашего пребывания на Крите. Время 13:04. По плану у нас исследовать место, где мы находимся, а именно Каливес, да. Погода у нас 24 градуса. Сейчас мы погуляем здесь по местности, посмотрим, что там есть. И, наверное, уже с завтрашнего дня начнем двигать дальше по острову. Да? Каливас стал центром нашего путешествия. В этом городе мы остановились. Первый день мы провели не спеша. С утра нас ждал прекрасный завтрак в отеле, всего за 5 евро. Все было очень горячее и свежее. Особенно мне нравился апельсиновый фреш, который был так свеж. В этот же вечер мы поужинали в нашем ресторане. Какое возьмем вино домашнее? Заказали мясную тарелку. Прекрасно провели время. Было круто. Я, короче, хотел показать атмосферу в Германии. Вот это вот надо исправлять. Поэтому вот такой переход мне нравится. Мы на Крите, едем на арендованной машине. Здесь очень дешево стоит машина. Она обошлась нам буквально $20 в день с полной страховкой. Мы можем эту машину даже со скалы сбросить, и она нам ничего не будет стоить. Вот так выглядит наш завтрак. На следующий день мы решили позавтракать в одном ресторанчике недалеко от нас. Ну, такой, скорее, фастфуд формат. Сэндвичи, жареная картошка. Все, в принципе, сытно, довольно нормально по вкусу. Однако по цене вышло в раза 4 дороже, чем завтрак на двоих при отеле. Если честно, наш английский завтрак в отеле за 10 евро на двоих мне понравился не меньше, а даже, может быть, и больше. Итак, короче, мы едем в лагуну, которая называется Балос. Ты, Ульянка, знаешь, что такое Балос? Это, короче, в GTA San Andreas была такая группировка Балос. Oh shit. Все ее ненавидят, потому что они такие, типа, конченые. Кататься по Криту на машине – это вообще must-have. Без нее здесь просто никак. Ты постоянно останавливаешься на каждом съезде, чтобы полюбоваться видами, и по пути все время встречаешь что-нибудь интересное или забавное. То местные жители, которые рыбачат на разную экзотическую морскую рыбу, которую, кстати, потом можно попробовать в местных ресторанах, то разные животные, олени, ослы, козы, которых можно встретить прямо у дороги. Можно погладить, сделать пару фото и поехать дальше. Говоря про то, что их можно встретить везде, я не шутил. Абсолютно везде. Виды, которые ты видишь по пути, проезжая вообще любое место, завораживают и воодушевляют. Если бы я вставил в видео весь материал, который наснимал на дроне, это видео длилось бы несколько часов. Да. Вот такая красота нас там ждет. Да, тут особо с рук не поснимаешь, тут можно ебануться. Так, ну чё, короче, вывод. Красиво, да. Интересно, ну так. Мало живности, в воде почти никого нет, вообще ничего нет. Вода очень теплая, очень голубая, да, как в кино. Мы в масках поныряли, но там вообще ничего нет. Вообще просто белое песчаное дно. Как GTA San Andreas, короче. В целом, что, ну, можно, ну, сюда, короче, нужно добираться 3 часа. Очень беспонтовому бездорожью. Потом еще минут 20 идти, короче, по горе вниз, ну теперь по горе вверх. Ну не знаю. Ну интересное место, по-любому хорошо, что посетили. Здесь по метров первые 15 очень-очень каменистое дно, валы всякие там, галька, короче, все вместе. Глубина. Кажется, валуны. Валы. Валуны это грибы.
День номер 3 начался. Мы едем на озеро Курна плавать с черепашками. Ну, совершенно грязно. Подожди, это наша машина? А что за Это вот так после Балуса. Рили? Жесть. Она грязная. А что, вчера она не была такой? Итак, новый день, новое путешествие. Мы на озере Курна. Мы приехали сюда только по одной причине. Мы хотим посмотреть местных обитателей этого озера, а именно маленьких миниатюрных черепашек. Вода очень прозрачная, нереально. Она очень голубая, она прям так и манит, чтобы в нее прыгнуть. Мы арендовали катамаран, и сейчас мы плывем вон туда. Вон там, где все люди собираются, там будет что-то интересное. После изматывающего Балоса нам хотелось чего-то попроще и поближе. Поэтому мы поехали на Курну. И она как раз оказалась таким местом. Это единственное пресноводное озеро на острове Крит, которое часто на слуху из-за черепах. Она искусственная. И мы слышали, что не всем, кто приезжает сюда, удается их увидеть. Поэтому нам повезло. Можешь нырнуть сюда с маской? Да я тебе говорю. Маленькие изюсики. Мы приехали на другую сторону острова. В общем, здесь немножко другая инфраструктура. Тут более горная местность. И просто я как будто... Я такое только в кино видел. Это похоже на какие-то, не знаю, какой-то американский Гранд Каньон. Знаешь, все оранжевое, выжженные кустарники, все сухо. И там где-то ползают змеи и все остальное. Такой внешний вид просто, ну, нереальный. Это что-то такое. И тут такая засуха, тут прям сухо в воздухе. Как будто аж камни плавятся, знаешь? Фу, и тут прям... Ну, тут так круто, так тепло. У нас на улице сегодня 29 градусов. Да. И Пятка. сегодня у нас 5 октября. Сайтан-Лимани – одно из самых известных мест на Крите. Узкая бухта, которая спрятана между скалами. Место выглядит дико, несмотря на людей вокруг. Отвесные скалы делают это место довольно внушительным и очень кинематографичным. Короче, мы приехали, тут везде козы горные. Они дикие. Ну как дикие? Они, судя по всему, ничейные, но они все помеченные, походу. У них колокольчик, вот. Они здесь обитают, лазят по всем горам. Вот это вот тропинка. Чтобы добраться до того пляжа, нужно пройти, можно сказать, по краю скалы. Вот здесь. И тут нет даже никакого забора или еще чего-то. Поэтому такое вот нас ждет приключение. Погнали, Улянка? Кстати, чуть не забыл упомянуть про Ханью. Мы ездили туда почти каждый вечер, потому что там вся движуха. Бары, рестораны, тусовки. Хотя в последнем мы не особо заинтересованы, а вот вкусно поесть мы любим. И как раз в Ханье находится один из лучших ресторанов с морепродуктами, который называется Каики.
Чтобы туда попасть, нам даже пришлось отстоять небольшую очередь. Так что если планируете туда заглянуть, лучше бронируйте столик заранее. А еще как приятный бонус, в конце всегда приносят бесплатный десерт и уза. Что, кстати, встречается и в других ресторанах Греции. Такая вот у них традиция. Как и в прошлый раз, после Сайтан-Лимания нам нужен был разгрузочный день. Просто спокойно поплавать где-нибудь неподалеку в лагуне. Я пока это записываю, думаю, да, что там сегодня? Встал, позавтракал, в лагуне поплавал. Что уж там, обычный день. Первой попавшейся популярной точкой для снорклинга оказался Амброгиалос. Вода, как и везде на Крите, очень прозрачная. Под водой очень много живности, рыба, морские ежи, крабы. Местами было даже немного не по себе. Тут явно бывает козы. Сегодня мы приехали в бухту Амброгиалос. Как всегда, очень горная скалистая местность, нереально прозрачная вода. Даже без очков видно все до самого дна. На улице 28 градусов, погодка шепчет, камни плавятся. Очень красиво здесь. Переезжаем сюда жить. Мы поплавали с масками между скалами, хорошо провели время и поехали дальше. Новый день. Сегодня мы посетили пляж Элафаниси. Я до сих пор не уверен насчет названия. Пляж Элафаниси. Замечательная лагуна, как всегда. Славится этот пляж тем, что здесь розовый песок. Ну, не такой уж и розовый, но местами ты видишь немножко оттенки розового. В целом, прикольное место. Очень песчаный пляж. Это мы сейчас отошли чуть в сторону. Забрались тут на маленький пригорок такой, чтобы было немножко как бы сверху вид. Но в целом очень-очень такой хороший песчаный пляж. Это первый песчаный пляж, кстати, из всех, которые мы посещали. Все остальные были такие немножко каменистые, дно было такое не очень плавное. Но здесь прикольно. Здесь прикольно. Здесь очень-очень хороший, чистый, плавный вход. И очень крутой, кайфовый песок. А Греция — это что-то вообще немыслимое, это что-то просто next level. Мы ни разу не были в таком, если мы много раз где были в морях, но именно в таких классных лагунах, голубая вода, розовый песок, крутые коралловые всякие подводные штуки, нереально. Однозначно полная рекомендация по посещению Криты. Нереально крутое место, просто топ-левел. Даже в октябре, сегодня у нас уже 7 октября, на улице 27 градусов, жара, солнце печет. Просто супер-мега, нереальное, крутое место. И мы обязательно сюда еще вернемся. Мы находимся в Ритимно, Old Town. Это такой очень-очень старый, крутой город. Очень красиво здесь. Мы чуть-чуть на возвышенности находимся. Красивейшие пальмы, просто нереально крутая инфраструктура. Очень древний город. Очень похоже на Италию. Сегодня наш последний день, сегодня мы улетаем, но мы решили воспользоваться моментом и отъехали 30 километров буквально от нашей точки и попали в такой замечательнейший город. Нереально красивая атмосфера, просто. Посмотрите на эту живопись, просто это я представляю, почему здесь так много всяких талантливых людей, потому что ты живешь просто в таком месте, полном впечатлений, и ты каждый раз просто на это смотришь и думаешь, хочется творить, что-то творить, потому что здесь, ну, нереально красиво, нереально. Насколько спонтанно мы решили поехать на Крит, настолько же спонтанно мы и прожили эти дни там. Просыпаясь каждое утро, мы не знали, что ждет нас сегодня и куда мы поедем. Мы просто открывали карту, тыкали пальцем и ехали, позволяя путешествию идти своим ходом. Мы, наверное, 10-й части острова не объехали, но куда бы мы ни ехали, это всегда того стоило. Любое место, каждый вид, каждая мелочь по-своему цепляли и завораживали. И, наверное, в этом и есть главная мысль этой истории. Неважно, насколько идеально распланирован твой отпуск. Гораздо важнее, позволяешь ли ты себе просто побыть в моменте и видеть то, что происходит вокруг.